Ванька Воробьев, четвероклассник из 46-й школы, был во всех смыслах гордостью своих родителей. Круглый отличник, чемпион среди своих сверстников по шахматам, математический гений, как любила называть его мама. Но вот одна беда. Был он хрупким, слабеньким, самым маленьким в классе, часто болел, из-за чего Ольге Сергеевне пришлось уйти с работы и посвятить себя заботе о сыне. Алексей Андреевич утешал жену, говорил, что с возрастом мальчонка окрепнет, вытянется, что сам он в младших классах был маленьким и слабым, а теперь вон 1,80 м и сплошные мышцы. Ольга Сергеевна кивала, соглашаясь с мужем, но в глубине души беспокоилась, глядя на бледную, прозрачную кожу мальчика, на спине прожилки вен, которые было видно невооруженным глазом, на тонкие руки и ноги. Бабушка удивлялась, говорила, как в таком теле душа держится, и часто Ольга Сергеевна думала точно так же. Ванька о родительском беспокойстве не знал, бабушкины слова о душе не принимал и рос вполне себе обычным ребенком. Был он спокойным и рассудительным мальчишкой. В хулиганских выходках участия не принимал, по школе сломя голову не бегал, чаще сидел с книжкой за партой. Одноклассники не то, чтобы не любили его, а скорее не совсем понимали, хотя на контрольных неизменно просили помочь. Ванька не отказывался. Ему, отличнику, учеба давалась очень легко. Знания он схватывал на лету, и пока остальные пытались вникнуть в объяснение учителя, мальчик выполнял дополнительные задания. Своими успехами он не хвастался. Со всеми был неизменно вежлив, за что одноклассники прощали ему его непохожесть. И даже на уроках физкультуры, где он особо не блистал, над ним не смеялись. Физрук с натяжкой ставил ему пятерки, чтобы не портить общую картину. Несколько раз беседовал с мамой о необходимости закаливания и общеукрепляющих упражнений. Ольга Сергеевна соглашалась, говорила, что они стараются, но Ванька продолжал болеть. Однажды, в конце ноября, Ванька возвращался из школы домой. Шел он, как всегда, не спеша, на ходу раздумывая над очередным заданием по математике, которое дал ему преподаватель. Мальчик любил разные головоломки, поэтому учитель всегда подбрасывал ему что-нибудь посложнее. Ноябрь в этом году выдался ветреным и промозглым, снега не было, а в воздухе постоянно висела морось, от которой мгновенно пропитывались влагой одежда и обувь. Ванька остановился, поплотнее запахнул курточку, поправил шапку и вдруг из подворотни услышал какой-то нечеловеческий визг, а следом мальчишеский хохот. Ванька похолодел и замер. Визг оборвался, сменившись подвыванием. Люди, проходившие мимо, озирались на звук, но никто не остановился, чтобы посмотреть, что же происходит. Мальчик решил было тоже пойти восвояси, но вдруг снова раздался этот ужасающий визг. Ванька не выдержал и побежал в сторону звука. Завернув за угол, он увидел Витьку Лютова и Олега Старостина, двух местных хулиганов и учеников 7 класса 46-й школы. Они что-то разглядывали на крышке мусорного бака и громко ржали. Ваньке за их спинами ничего не было видно, но он отчетливо слышал жалобный плач, который доносился оттуда. «Что тут происходит?» Вдруг услышал Ванька свой собственный голос и не узнал его. Таким низким и хриплым он оказался. Подростки обернулись, и перед Ванькой открылась картина, от которой кровь замерла у него в жилах, а перед глазами поплыла красная пелена. На крышке бака лежал щенок, обычная маленькая дворняжка, которых много бегает по улицам города. Шерстка вроде темно-коричневая, сейчас была залита кровью. Одного уха не было, задние лапы неестественно вывернуты. Щенок смотрел на Ваньку одним глазом, второй был закрыт, вся мордочка в рваных ранах. Щенок уже не скулил, а тихо стонал. Из оставшегося глаза текли крупные слезы. «Смотри-ка, воробей прилетел!» Поигрывая складным ножом, проговорил Витька.
«А ну, кати отсюда, пока пинками не погнали!» Он угрожающе надвинулся на Ваньку. Старостин глупо заржал и ткнул острым концом ножа в окровавленное тельце щенка. Малыш взвизгнул и попытался отползти от мучителя, но не смог. И тут Ванька, этот слабенький мальчик, который в своей маленькой жизни не обидел даже мухи, схватил первую попавшуюся палку, замахнувшись, шагнул к мучителю и закричал: «Не трогай его!» «А то что? Что ты с нами сделаешь?» — глумились подростки. «Ой, как страшно!» Ванька разговаривать больше не стал. Он набрал в грудь побольше воздуха, крепче взял палку и пошел на живодеров. Мальчик не видел больше ничего и никого, кроме двоих обидчиков щенка. В ушах грохотало. Ему показалось, что он стал просто огромным, заполнив собой все пространство подворотни. Он еще видел их ухмыляющиеся рожи, когда вдруг произошла разительная перемена. Два здоровенных семиклассника, которые были выше Ваньки на 3 головы и гораздо сильнее, вдруг начали пятиться от него назад, и все быстрее и быстрее. Мальчик не слышал, как он кричал, замахиваясь палкой. Он ударил, вложив в это действие все отчаяние и ужас, которые сейчас испытывал. И только услышал, как хрустнула кость, как завыл один из мучителей. Наверное, было сейчас в его облике что-то такое, что смертельно напугало Лютого и Старостина. Ведь, по сути, они были трусами и могли глумиться только над теми, кто слабее. Когда же они встречали отпор, их гонор мгновенно улетучивался, обнажая их истинную, никчемную суть. Ванька снова закричал, поднимая палку для еще одного удара. И только тут понял, что остался один. Подростки позорно убежали, оставив маленького, ни в чем не повинного щенка умирать на крыше мусорного бака. Ванька бросил палку и подбежал к малышу. Собачий ребенок был еще жив, но жизнь едва теплилась в израненном и измученном тельце. Ванька сорвал с себя куртку, осторожно переложил на нее щенка, мягко поднял на руки и, что было сил, побежал домой. О том, что в подворотне он оставил свой школьный рюкзак и мешок с обувью, мальчик даже не вспомнил. До дома было недалеко. Ванька не стал ждать лифт, взлетел на 5-й этаж и нажал на звонок. Звонок трезвонил, не умолкая. И через минуту перепуганная мама открыла дверь. «Что случилось?» Только и успела спросить она, когда увидела сына без куртки, чей школьный костюм был весь в грязи и кровавых пятнах. Заметив, кого держал мальчик на руках, мама побледнела и едва не упала в обморок. «Мама, быстрее! Ему нужно помочь, они его мучили!» Ванька почти кричал. «Быстрее, мама! Мамочка, сделай что-нибудь!» Ольга Сергеевна попыталась взять себя в руки. Она хотела забрать щенка у сына, но Ванька только крепче прижал его к себе. Тогда она позвонила подруге, выяснив, где находится лучшая ветеринарная клиника в городе, вызвала такси и стала уговаривать мальчика переодеться. Но все было напрасно. Ее сын, обычно такой послушный и покладистый, сейчас ни на что не реагировал. Он стоял все так же у двери и только повторял: «Мама, скорее! Ему надо помочь!» Он не плакал и не жаловался, и это пугало Ольгу Сергеевну еще больше. Через 5 минут подъехало такси. Мама прихватила запасную куртку, и они вместе с Ванькой и малышом поехали в клинику. В лечебнице им повезло. Народу было мало, в основном хозяева привозили питомцев на профилактические прививки и осмотры. Поэтому лучший травматолог города был свободен. Он бережно принял тельце щенка и положил его на стол. Беглый осмотр был неутешителен. Сергей Аркадьевич мягко сказал Ваньке, который упорно не уходил из кабинета: «Малыш, посиди пока в коридоре. Я сейчас поговорю с твоей мамой, а потом сделаю все, что нужно. Вы поможете ему?» Впервые в глазах у Ваньки заблестели предательские слезы. «Я сделаю все, что в моих силах. Будем надеяться, что у него крепкий организм, и он справится. Выйди, посиди в коридоре». Ванька нерешительно кивнул.
бросил последний взгляд на щенка, осторожно прикоснулся к коричневой шерстке, прошептав «Держись!» и вышел в коридор. Сергей Аркадьевич посмотрел маме прямо в глаза и произнес: «Должен вам сказать, что травмы очень опасные и серьезные. Потребуется операция, а возможно и не одна. Никаких прогнозов я дать вам не могу. Перенесет ли щенок первую операцию, неизвестно. Я говорю вам это сейчас для того, чтобы вы приняли решение. Может быть, лучше отпустить щенка?» Мама вскинула глаза на врача. «Отпустить? Вы хотите сказать усыпить?» Сергей Аркадьевич кивнул. Ольга Сергеевна оглянулась на дверь, представив, как сообщит эту новость своему сыну, и приняла решение. «Нет, давайте попробуем. Вы же сами сказали, что надежда есть, пусть даже и очень слабая». «Хорошо», — ответил доктор. «Я забираю щенка, вам придется подождать, а потом я дам вам все рекомендации». Ольга Сергеевна вышла в коридор. На стуле, прямой как палка, сидел Ванька и не сводил глаз с двери. Он с надеждой смотрел маме в глаза, и она сказала: «Щенка забрали на операцию. Врач сказал, есть надежда. Будем ждать». И тут Ваньку прорвало. Он уткнулся в мамино плечо и расплакался. Всхлипывая, он поведал, как он увидел, что его мучают, как отбил щенка у живодеров, как бежал домой, все время повторяя малышу, что сейчас ему помогут. Мама слушала рассказ сына, гладила его по голове и плакала сама. Оглянувшись, она с удивлением заметила, что плакали все, кто сейчас сидел в коридоре и ждал своей очереди. Хозяева прижимали своих питомцев к себе и вытирали слезы. Администратор принесла Ваньке стакан воды и конфет, но он их даже не заметил. Через 2 часа в клинику с работы приехал Алексей Андреевич. Папа обнял сына и сказал, что он настоящий герой. Ванька только мотнул головой. Он ждал. Вскоре к ним вышел Сергей Аркадьевич, и Ванька понял, что перестал дышать. «Операция прошла успешно», — сказал врач. «Мы поставили пластины на сломанные лапы, вставили суставы, зашили и обработали раны. К сожалению, один глаз нам спасти не удалось. И, как вы понимаете, одного уха у щенка тоже нет. В остальном это здоровый щенок, который сейчас очень ослаблен. Но я надеюсь, что его организм справится. Вам придется строго выполнять все рекомендации, ездить на капельницы, обрабатывать раны, делать уколы. Сможете?» Семейство Воробьевых дружно закивало головами. Ассистент осторожно вынес малыша из операционной и передал его маме. Ванька все порывался взять щенка на руки, но врач сказал: «Потерпи, малыш, еще успеешь. Как ты хочешь его назвать?» «Я назову его Рекс». «Очень хорошее имя», — улыбнулся Сергей Аркадьевич. Воробьевы вернулись домой к вечеру, бережно неся спящего щенка на руках. Папа с Ванькой сбегали в подворотню за рюкзаком, который так и остался валяться около мусорного бака. Здесь мальчик обстоятельно рассказал отцу обо всех событиях, после чего Алексей Андреевич принял решение обратиться в полицию. Они пришли в отделение и попросили встречи с инспектором. Молодой лейтенант принял их в своем кабинете, внимательно выслушал мальчика, попутно задавая ему уточняющие вопросы, записал что-то у себя в блокноте и сказал: «Да, мы знаем Старостина и Лютова. Не первый раз на них жалобы поступают. Вот только в вашем случае вряд ли мы можем что-то сделать». Алексей Андреевич с удивлением посмотрел на инспектора. «Почему? Разве можно так обходиться с животными, если они уже сейчас себе такое позволяют? Что же дальше от них ждать?» «Понимаю вас, но у нас даже нет статьи, по которой бы мы могли их задержать. И потом, они несовершеннолетние. Максимум, что мы можем, провести с ними беседу». Папа нервно поднялся и заходил по кабинету. «Что же получается? Живодеры преспокойно ходят у нас по улицам, а полиция ничего не может сделать? А если завтра они нападут на ребенка или старика, тогда вы тоже ничего делать не будете? Или вы ждете, чтобы они совершили преступление
и только тогда начнете действовать. Успокойтесь, пожалуйста. Я понимаю, как вы расстроены. Мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Скорее всего, этих ребят поставят на учет и будут за ними внимательно следить. Я сегодня же передам дело инспектору по делам несовершеннолетних. А ваш сын– настоящий маленький герой. Поворачиваясь в сторону Ваньки, сказал лейтенант. Молодец, ты храбрый мальчик. Ванька к разговору особо не прислушивался, беспокоясь за щенка и все порываясь бежать домой. Но по поведению папы понял, что в полицию они сходили напрасно, и мучителей никто не накажет. Тут мальчик крепко призадумался, но мыслями своими делиться с отцом пока не стал. Когда папа с Ванькой пришли домой, они увидели улыбающуюся маму. «Он начал просыпаться», — сказала она на безмолвный вопрос сына. Мальчик забежал к себе в комнату и увидел Рекса, который лежал на одеяле рядом с его кроватью. Рекс поглядывал единственным глазом на Ваньку и слабо шевелил хвостом. Мальчик лег рядом со щенком, осторожно погладил его по голове, поцеловал в нос и уснул прямо на собачьей подстилке. Позже папа аккуратно переложил сына на кровать. Ванька больше никому не рассказывал о своем поступке. Но, как говорится, слухами земля полнится. И когда в понедельник мальчик пришел в школу, все обо всем уже знали. Одноклассники смотрели на Ваньку с нескрываемым уважением. Старшие ребята подходили и хлопали его по плечу. Мальчика такое внимание очень смущало. Он только кивал головой на похвалу и приветствия. Старостина и Лютова в школе не было. Кто-то сказал, что Витька сломал руку и сидит дома на больничном, а про Олега никто ничего не знал. Вроде как к ним домой приходила полиция, а потом Олегу крепко досталось от отца. Ваньку это мало волновало. В нем произошла какая-то неуловимая перемена, которую он и сам еще не осознал. Не осознавали это и одноклассники, но чувствовали, что мальчик изменился. Он остался таким же очкастым отличником, который на переменах читал книжки, а после школы немедленно летел домой, потому что там был Рекс. В его облике появилась какая-то внутренняя сила. Неважно, что он был такой же маленький и худенький. Эта сила была не в мышцах или в росте. Она была в том внутреннем спокойствии и уверенности, которые отличают по-настоящему храбрых и мужественных людей. Однажды на большой перемене Ванька шел из столовой, когда увидел, что крупный мальчик-второклашка бьет учебником по голове девочку из своего класса. Ванька не закричал, а спокойно подошел, взял мальчика за руку, отобрал учебники и молча положил их на парту. А потом, тоже молча, посмотрел второклашке прямо в глаза. Озорник смутился, покраснел, торопливо извинился и убежал в туалет. Ванька только спросил у девочки: «Ты в порядке?» И, получив утвердительный ответ, пошел в свой класс. Вечером в тот же день Ванька подошел к отцу и сказал: «Папа, запиши меня в секцию тэквондо». Мама выронила тарелку из рук, и она со звоном раскололась на две половинки. «Ванечка, ты серьезно?» — спросила она, тяжело опускаясь на стул. Она сразу и в красках представила, как ее маленький мальчик будет возвращаться домой с тренировок, весь в синяках и кровоподтеках. «Да, мама, я серьезно», — ответил сын. К этому Ваньке Ольга Сергеевна никак не могла привыкнуть. Вроде все тот же мальчишка, но и совсем другой, более жесткий, что ли. Папа только улыбался, радуясь, что в сыне проснулась мужественность. На следующий день они нашли хорошего тренера, и Ванька принялся обучаться восточным единоборствам. Мамины страхи вполне оправдались, но Ваньке было наплевать на синяки и ссадины. Он упорно тренировался. А Рекс тем временем медленно, но верно шел на поправку. Все-таки прав был Сергей Аркадьевич, когда говорил, что организм щенка справится с травмами. Воробьевы соблюдали все предписания, стоически вынесли многочасовое сидение на капельницах. Мама научилась делать уколы и перевязки, а Ванька ей помогал. Он сам носил малыша на руках на улицу,
сам поднимал его на 5-й этаж. Это была его собака, и Ваньке не надо было напоминать о необходимых прогулках или кормлении. Он все делал сам. К концу учебного года Рекс вымахал во вполне себе приличного кобеля, чья голова доставала Ваньке до пояса. Его морда была обезображена шрамами. Одноухий, одноглазый и хромой. Это был самый красивый и самый любимый пес на свете. Ольга Сергеевна выглянула в окно и посмотрела, как сын выводит Рекса на прогулку. Вот они, пошли рядом. Маленький мальчик, который не пожалеет своей жизни, чтобы защитить свою собаку, и грозный пес, который отдаст свою жизнь за Ваньку. Женщина вытерла вдруг набежавшие слезы.